Жара в Португалии, голодовка украинцев на границе РФ и Грузии, дела за донаты ФБК. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 9 августа, 14:30. 7 августа режим повышенной готовности на материковой части Португалии, введенный 3 числа в связи с повышенным риском лесных пожаров, был продлен до конца дня 13 августа. В повышенной готовности пожарные, медицинские и социальные службы, гвардия, полиция и военные. Разрешено пропустить работу волонтерам, выполняющим функцию добровольных пожарных. Запрещен доступ к лесным массивам, включая их пересечение по дорогам. Запрещено проведение некоторых видов работ и, конечно же, разведение огня и запуск фейерверков. Португальский институт моря и атмосферы предупреждает об экстремальных рисках в регионах Вила-Реал и Браганса на этих выходных. Плохое качество воздуха, о котором сообщают недавние прогнозы погоды, связано с пылью, которую приносит ветер из североафриканских пустынь. Телеканал РТП сообщал об очередной порции, принесенной 7 августа. Служба прогнозов Луса Метео предупреждает о высокой концентрации пыли в период с 10 по 12 августа. 8 августа председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов напомнил о войне 08-08-08. В результате войны Россия оккупирует пятую часть территории Грузии, а 20% ее жителей – беженцы. Это была первая из размороженных горячих точек на постсоветском пространстве. Александр обращает внимание, что безнаказанность военных преступлений, начавшаяся еще с войн в Чечне, обеспечила их повторение. 6 августа вещательная компания Deutsche Welle рассказала, что не менее 15 граждан Украины из около 100 содержащихся в подвале на границе РФ и Грузии объявили голодовку. Они требуют встречи с украинским консулом, медицинскую помощь и гарантий проезда до Украины. Часть из них были в заключении в РФ за то, что выступали против вторжения России в Украину. Часть из них имеют судимость в Украине. 5 августа в лесном урочище Сандармох проходит Международный день памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1937 году началась самая кровавая операция сталинского большого террора. 1 августа издание «Новая газета» рассказывало о преследовании группы поддержки историка Юрия Дмитриева, раскрывшего имена палачей Сандармоха. С 2016 года он сидит в тюрьме, по его словам, за Сандармох. 4 августа издание «Медиазона» рассказало о резком росте числа дел против тех, кто продолжил донатить фонду борьбы с коррупцией, после того, как все структуры Алексея Навального российские власти назвали экстремистскими организациями. Журналисты подготовили инструкции, как проверить, не переводили ли вы деньги ФБК через Stripe с российских карт. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.